Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим тот самый легендарный советский торт-сметанник. Эталон нежности и вкуса детства. Существует много вариаций, но мы будем готовить его каноническую базовую версию, полностью на сметане от коржей до крема. Только проверенные временем ингредиенты и пара маленьких хитростей. Начнем с приготовления теста для коржей и подготовим для них все необходимые ингредиенты. Они должны быть комнатной температуры. Для приготовления этого теста нам даже не понадобится миксер, все делается максимально просто и быстро. Первым делом соединяем 190 граммов сметаны и 115 граммов сахара. Хорошо перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы сахар растаял. Спустя 10 минут еще раз тщательно перемешиваем, и в результате все кристаллики сахара должны полностью раствориться. Далее в большой удобной емкости соединяем одно яйцо чистым весом 65 граммов и подготовленную ранее сметано-сахарную смесь. Добавляем 15 граммов 9% столового уксуса и хорошо перемешиваем венчиком до однородности. Подготовим сухие ингредиенты. Соединяем 370 граммов пшеничной муки высшего сорта, 7 граммов пищевой соды и 3 грамма соли. Это примерно половина чайной ложки без горки. Все перемешиваем до равномерного распределения ингредиентов. Теперь в несколько приемов соединяем сухие ингредиенты с жидкими и замешиваем тесто. А когда ложкой перемешивать стало трудно, домешиваем вручную. Долго вымешивать не нужно. Когда тесто стало однородным, перестало сильно липнуть к столу, значит готово. Тесто должно получиться мягким, эластичным, податливым, но не забитым. Мука бывает разная, поэтому вам ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Главное, не спешите высыпать сразу всю муку, которую мы подготовили. Всыпайте ее постепенно. Лучше пусть у вас немного останется сухой смеси, чем вы забьете тесто лишней мукой. Из-за этого тесто станет плотным, его будет тяжело раскатывать, а коржи после выпечки получатся жесткими. Перекладываем тесто на рабочую поверхность, слегка присыпанную дополнительной мукой или сухой смесью, если она у вас осталась. И делим тесто на 9 равных частей. Делим сначала на 3 части, а затем каждую часть еще на 3. Для точности желательно воспользоваться весами, чтобы все кусочки были абсолютно одинаковыми. Каждый кусочек теста должен получиться весом приблизительно 85 граммов. И теперь каждый кусочек округляем, скатываем в шарик и укладываем на доску, присыпанную мукой. Вот такие у нас получились заготовки для будущих коржей. Перед тем, как раскатывать, я советую дать им отдохнуть минут 20-30 при комнатной температуре, обязательно накрыв пищевой пленкой, чтобы не заветрились. За это время клейковина расслабится, мука окончательно впитает влагу, и тесто станет еще более послушным, эластичным, и его будет гораздо легче раскатать в ровные красивые коржи без больших усилий. Когда тесто отдохнуло, берем первый кусочек теста и руками сплющиваем его в толстую лепешку. Кладем эту заготовку на тефлоновый коврик, а сверху накрываем вторым таким же ковриком. Или можно использовать отрезы бумаги для выпечки. Если тесто все еще кажется вам липковатым, лучше слегка припудрить нижний коврик и саму лепешку мукой перед тем, как накрывать вторым ковриком, чтобы ничего не прилипло. А дальше просто раскатываем скалкой до диаметра приблизительно 18 сантиметров. Аккуратно снимаем верхний коврик и густо накалываем раскатанное тесто вилкой. Это нужно для того, чтобы во время выпечки выходил пар и корж поднимался ровно, без пузырей и горбов. Выпекаем коржи в заранее разогретой до 180 градусов духовке от 7 до 10 минут, до нежно-золотистого цвета. Все духовки разные, поэтому всегда учитывайте особенности конкретно вашей духовки. Я выпекала ровно 9 минут на среднем уровне духовки на режиме вверх-вниз без конвекции. Если вы хотите, чтобы торт получился идеально ровным, то сразу после выпечки, пока коржи горячие, рекомендую обрезать их кольцом диаметром 17 см. Обрезки коржей обязательно сохраняем, они нам понадобятся позже для обсыпки торта. Таким образом выпекаем все коржи. И в результате вот такая ровная и ароматная стопочка у нас получается. Если вы не собираете торт сразу, то обязательно заверните остывшие коржи в пищевую пленку, чтобы они не высыхали.
Приготовим очень простой, но невероятно вкусный сметанный крем. А благодаря небольшому секрету с лимонным соком он еще и прекрасно держит форму. Для идеального результата нам понадобится сметана жирностью не менее 30%. Я рекомендую использовать только натуральную сметану, без заменителей молочных жиров. Если у вас сметана с меньшей жирностью, то ее нужно предварительно отвесить, чтобы стекла лишняя сыворотка. Просто переложите сметану в сито с марлей или тканевой салфеткой и уберите в холодильник хотя бы на 4-6 часов. Как это правильно сделать, во всех подробностях вы можете посмотреть в отдельном видео по ссылке в описании. Если у вас густая домашняя сметана уже хорошей консистенции, можно использовать сразу. Для этого рецепта также прекрасно подойдет и классический сметанный крем. Его подробный рецепт также в отдельном видео по ссылке в описании. Приступим к приготовлению. Первым делом из половины крупного лимона выдавливаем сок. В результате у меня получилось 40 граммов свежевыжатого лимонного сока. Отставляем его пока в сторону. В 850 граммов отвешенной сметаны добавляем щепотку ванилина. С ванилином главное не переборщить, иначе крем получится горьким. Также можно использовать ванильный сахар или экстракт. Добавляем сразу все сгущенное молоко, 300 граммов, и перемешиваем до однородности на средней скорости миксера, примерно 1 минуту до объединения ингредиентов. И сметана, и сгущенка у меня холодные, прямо из холодильника. Когда сметана и сгущенка объединились, вливаем лимонный сок, лучше через ситечко, чтобы не попали косточки. Немного перемешиваем, чтобы ингредиенты объединились. А затем наращиваем скорость до средней высокой и интенсивно перемешиваем крем около 2 минут. Вы сразу увидите, как крем начинает чуть густеть и приобретать более плотную нежную текстуру. Долго взбивать не нужно, наша задача здесь запустить реакцию загущения. Обязательно регулируйте количество лимонного сока по своему вкусу. Если вы переживаете, что вам будет кисло, то начните с небольшого количества. Перемешайте, попробуйте на вкус и только потом решайте, нужно ли добавить еще. Роль лимонного сока здесь это гениальный кулинарный лайфхак. Простыми словами, кислота из лимона действует на белки сметаны, заставляя их сворачиваться, что и приводит к желанному загущению. Это такой же принцип, что и при приготовлении сыра или творога. Только здесь процесс происходит без нагревания, и лимонный сок мягко уплотняет белки сметаны, заставляя крем густеть. Этот эффект произойдет и с нежирной сметаной, но важно понимать, что с отвешенной, более концентрированной сметаной этот эффект проявляется максимально ярко. Сейчас самое время попробовать крем на вкус, и если вам недостаточно сладости, добавить еще сгущенки. Помните, что лимонный сок мы добавляем по своему вкусу, и теперь можем окончательно сбалансировать сладость. И вот такой гладкий, густой, белоснежный крем получается в результате. Лимонный сок вносит приятную освежающую нотку, которая идеально дополняет и округляет вкус сгущенки, делая крем по-настоящему гармоничным. Приступаем к сборке торта. На подложку, плоское блюдо или, как в моем случае, на обычную разделочную доску устанавливаем раздвижное кольцо, а внутри для удобства извлечения прокладываем ацетатную пленку. Укладываем первый корж, затягиваем кольцо по диаметру коржа и фиксируем зажимом. Выкладываем на корж 125 граммов крема и равномерно распределяем. Практически весь объем крема у нас уйдет на прослойку. Я для этого отложила ровно килограмм. А оставшиеся 150 граммов крема мы используем в самом конце, чтобы просто слегка покрыть торт сверху и по бокам тонким слоем. Этого нам вполне хватит, чтобы просто прилипла крошка. Здесь важный момент. Если вы фанат очень сочных, пропитанных десертов, то смело добавляйте пропитку для коржей. Сделайте простой сироп из равных частей сахара и воды и пропитайте им коржи перед нанесением крема. Коржи впитают этот сироп как губка, и вы получите ту самую идеальную влажность, когда коржи буквально тают во рту. Таким образом, собираем весь торт до конца. Укладываем последний корж и смазываем тонким слоем крема. Накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем на ночь в холодильник для пропитки. Оставшийся крем перекладываем в небольшую емкость, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник вместе с тортом. Когда торт хорошо пропитался, достаем его и освобождаем из формы. Снимаем кольцо и убираем ацетатную пленку. Достаем из холодильника остатки крема и покрываем тонким слоем бока и верх торта. Далее обрезки коржей превращаем в мелкую крошку при помощи измельчителя.
Обсыпаем наш тортик со всех сторон, слегка прижимая крошку ладонью, чтобы она лучше закрепилась. И в результате у нас получается вот такой аппетитный, по-настоящему домашний и уютный тортик. Аккуратно переносим его на блюдо для подачи и украшаем по своему усмотрению. Я украсила горкой из клубники. Клубнику нужно предварительно промыть и тщательно обсушить на бумажном или кухонном полотенце. Все зеленые хвостики у клубники я срезала и часть клубники разрезала на части. И теперь начинаем строить нашу горку. Сначала выложим первый ярус из самой крупной и красивой клубники. Это будет наше устойчивое основание. Далее двигаемся к центру ярус за ярусом, каждый раз используя ягоды чуть меньшего размера. Так наша горка будет выглядеть ровной и аккуратной. Образующиеся просветы и пустоты мы заполняем не целыми ягодами, а нарезанными на половинки или четвертинки. Это позволит нам контролировать форму и заполнить все пробелы. В завершении добавим несколько ягод голубики для цвета и контраста. И финальный штрих – несколько зеленых листиков и тончайшие полоски свежей лимонной цедры. Они очень здорово поддерживают нашу лимонную тему и как бы намекают на вкус еще до первой крошки во рту. И наконец-то можно посмотреть, что у нас получилось внутри. Вот она, идеальная текстура. Коржи и крем стали одним целым, каждый кусочек это чистая нежность и тот самый влажный тающий баланс. Ради этого момента все и затевалось. Обнимаю всех, кто готовил со мной сегодня, и буду с нетерпением ждать вас в своем новом вкусном видео.